Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание ажурных носков на лето. Я связала уже один такой симпатичный носочек, и сейчас вместе с вами буду вязать и подробно рассказывать, как связать такой носок. Сразу покажу, как смотрятся носки на ногах. Очень удобно носить такие носочки летом. Они продуваются, в них не жарко, и в то же время ваша ножка будет защищена. Здесь закрыты пальчики, плотная пяточка. Остальное полотно выполнено вот таким простым, ажурным и красивым узором. Такие носки можно вязать и для деток, и для взрослых, на любой размер, под любую ширину и длину стопы. Я подробно расскажу, на какие мерки и параметры при вязании носка нужно ориентироваться, чтобы связать носок на любой размер. Я вязала носок из пряжи Alize Cotton Gold Hobby. Это полухлопок. Приятная для лета ниточка. 55% хлопок, 45% акрил. Использую крючок номер 2,5. Специально взяла тоненький крючок, чтобы полотно получилось и узор получился плотный. Здесь моточек 50 грамм, в нем 165 метров. Это вот такая вот не слишком тонкая и не слишком толстая ниточка. Смотрите, выбирайте любую хлопковую пряжу и пробуйте вязать. Если вас устраивает толщина нити, то используйте для вязания носочков. Конечно, у всех будет своя плотность вязания, и поэтому при вязании носка вам больше необходимо ориентироваться не на количество столбиков, которые я указываю в каждом ряду, и количество прибавлений, и сколько у меня связано рядов, а на свои мерки. Чтобы связать носок по своим меркам, я вяжу носок на 39 размер. Сейчас я вам расскажу, какие здесь параметры при вязании носка. И смотрите, у меня носочек получился в ширину от 10,5 сантиметров и в длину от кончиков пальцев до пятки 23 сантиметра. Измеряйте по ноге вот эти вот мерки, ширину стопы в самой широкой части и длину стопы от кончиков пальцев до пятки, какой у вас должен быть носок, чтобы он у вас был точно связан по ноге. Ну и также, конечно, необходимо учесть ширину лодыжки. Здесь у меня чуть шире, почти 13 сантиметров связана вот эта часть носка, так как иногда бывает, что широкий взъем и широкая лодыжка. При вязании крючком полотно плохо тянется. Это не вязание спицами, поэтому необходимо точно измерять снимать все мерки и рассчитывать, сколько нужно провязывать полотно размером, чтобы у вас носок не был мал или слишком широк. Итак, начинаем вязание. Начинаем вязать носок от кончиков пальцев. Вначале провязываем вот эту вот часть столбиками в виде конуса, это мысок. Далее идет ажурный узор по кругу до пятки. После провязываем, набираем вот петли для верхней части, дополнительные провязываем верхнюю часть носка, манжету, и в самом конце вывязываем пяточку с убавлениями по бокам, и вот задний шов пяточки выполняется только, и все, носочек готов. Все довольно просто. Итак, начинаю вязание. Начало вязания носка идет от самых кончиков пальцев. Это вот самый кончик мыска. И здесь я для мыска набираю вот отрезок из воздушных петель. У меня получается шириной мысок 3 сантиметра. Как я и говорила, если у вас другая пряжа, другая плотность вязания, то количество воздушных петель в начальной цепочке у вас может быть совершенно другим.
Итак, смотрите, делаем начальную петлю на крючок, и я для начала носка набираю 7 воздушных петель. Это чтобы у меня вот такой остренький мысок получился. И плюс для первого ряда набираю 3 петли подъема. Вот всего цепочка 10 воздушных петель. И первый ряд начинаю вязать по кругу начальной цепочки, выполняю столбики с одним накидом и делаю прибавление в самом начале цепочки и на последней петельке, то есть по боковым сторонам вот этого мыска. А начало и конец ряда из 3 воздушных петель каждого ряда, вот вы видите, будет идти по нижней стороне мыска. Итак, делаю на крючок накид, и теперь в 4-ю петельку вот от крючка ввожу крючок и провязываю 1 столбик, и из этой же точки провязываю еще 2 столбика, то есть 3 столбика вяжу. Это прибавление с одной стороны мыска. Далее по цепочке вяжу 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом. Из самой первой петельки начальной цепочки делаю прибавление по второй боковой стороне. Из этой петельки вывязываю 3 столбика с одним накидом. И у меня получается ряд с этой стороны закругляется. И переходим на вязание столбиков по другой стороне набранной цепочки, начальной цепочки. И здесь мы вводим тоже вот за полупетельки крючок. И здесь я провязываю 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом. И завершаю ряд соединительным столбиком в 3-ю петельку подъема. Вот получился такой овал. Первый ряд завершен. Далее второй ряд, начиная с 3 петель подъема. Начинаю вязать второй ряд после 3 петель подъема. Вяжу тоже второй ряд столбики с одним накидом и прибавление делаю с 2 сторон на центральных петельках, вот на среднем столбике из 3 столбиков, которые были связаны из одной петли в предыдущем ряду. На первом столбике провязываю 1 столбик как раз, на втором столбике провязываю 3 столбика с одним накидом. И далее вяжу 7 столбиков с одним накидом по одному. Как раз я дошла до центрального столбика с другой боковой стороны и на нем провязываю 3 столбика из одной петли. Во втором ряду после прибавления по второй боковой стороне провязываю 3-6 столбиков с накидом и завершаю ряд соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. И, кстати, можно даже просто заводить за вот первый как столбик крючок и провязывать соединительный столбик. Тогда даже переход будет более четкий и крепкий. Начинаю следующий ряд с 3 воздушных петель подъема. Итак, мы будем начинать каждый новый ряд. И теперь мы в 3-м ряду
тоже вяжем столбики с одним накидом, делая прибавление по двум боковым сторонам на центральных столбиках. Здесь смотрите, от начала ряда уже здесь я провязываю 2 столбика с одним накидом, и на третьем делаю прибавление, из одной петли вывязываю 3 столбика с одним накидом, вот как раз на центральной петельке из 3 столбиков предыдущего ряда. Далее провязываю после прибавления до второй боковой стороны центрального столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с одним накидом, и после делаю прибавление. Сделав прибавление по второй боковой стороне, далее вяжем по кругу еще 7 столбиков с одним накидом. Заканчиваю ряд соединительным столбиком, завожу крючок вот за воздушные петельки подъема и провязываю соединительный столбик. И новый ряд начинаю с 3 воздушных петель. Вы видите, уже формируется вот такой вот конус, который расширяется по боковым сторонам. В каждом ряду прибавляется по 4 столбика, то есть с одной стороны 2 столбика и с другой стороны 2 столбика. И нужно вязать мысок до нужного размера. Здесь я провязала 8 рядов, расширив мысок, как вы видите, до 10 сантиметров. И в длину он у меня получился 6 сантиметров. Закрывает пальчики и расширяется до нужной ширины стопы. Смотрите, если вы будете вязать детский носочек или у вас будет пряжа тоньше, то у вас будет совершенно другая плотность вязания. Для детского носочка вы можете провязать, допустим, 6 рядов или 7 или 4 ряда. У вас будет уже мысок, то есть для ножки поуже, и размер носка получится меньше. Если вам нужно связать носок еще шире, то свяжите еще 1-2 ряда, чтобы носок был нужной ширины. Итак, я сейчас свяжу мысочек до нужного мне размера и продолжу вязать ажурным узором. Я закончила вязать мысок. Как я и говорила, я провязала 8 рядов, чтобы у меня в ширину мысок соответствовал ширине моей стопы. И далее я начинаю вязать ажурный узор без обрыва нити. Начинаю с этой же точки вязать. Здесь, в принципе, не важно, где начало и заканчивается ряд. Схему ажурного узора я вам представлю. Можете скачать схему по ссылке, распечатать, но это очень простой узор, повторяется всего 2 ряда. Хотите, можете выбрать любой другой простой ажурный рисунок для вязания носков. Также вы можете дальше носок продолжить вязать так, просто столбиками с одним накидом. Начало вязания каждого ряда я немножко изменю, чтобы переход начало-конец ряда был незаметен. По схеме здесь указано вязание для прямого полотна, а мы будем вязать этот ажурный узор по кругу, и здесь не будет видно начало и конец перехода к новому ряду. Итак, вначале набираю 3 воздушные петли подъема, но эти 3 петли будут как первый столбик с одним накидом. Далее делаю на крючок накид, и вот из первой петельки провязываю 1 столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли, и из той же петельки провязываю 2 столбика с одним накидом. И это у меня будет
первый раппорт узора. И еще важно, в первом ряду вы должны определить, сколько у вас будет раппортов ажурного узора. У меня 12 повторений рисунка на ширину раппорта 4 петельки. На самом деле у меня не хватает 2 петелек, но я буду просто потом немножко сокращать раппорт в первом ряду, чтобы у меня было именно 12 повторений рисунка. Итак, первое повторение я сделала. Далее провязываю второе повторение, пропускаю 3 петельки по ряду, четвертую ввожу крючок и здесь на следующей петельке провязываю 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и из этой же петли еще 2 столбика с одним накидом. И выполняю эти повторения. Вот у меня 2 повторения есть, и еще 10 повторений. Вот пропускаю 1, 2, 3. Из следующей петельки вывязываю 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще раз 2 столбика с одним накидом. И далее я провязываю этот первый ряд по кругу до вот начальной точки. Заканчиваю вязать первый ажурный ряд. И смотрите, здесь у меня не будет расстояния 3 воздушные петли и для следующего раппорта, поэтому я по центру вот провязываю еще один раппорт узора, чтобы вписать ажурный рисунок на данное количество петелек. И после последнего столбика делаем соединительный столбик вот в третью петельку подъема для перехода к следующему круговому ряду. И смотрите, перехожу на центр вот этой вот арочки, так как именно с этого места будем начинать следующий ажурный ряд. Вот провязываю 1 и второй соединительный столбик. И начинаю вязать второй ажурный ряд с 3 воздушных петель. И сейчас еще раз схему вам представлю ажурного рисунка. Здесь немножко изменяется вязание. Смотрите, из центра мы вывязываем по 2 группы из 3 столбиков с одним накидом, между ними воздушная петля и столбик без накида между вот первыми повторениями рисунка. Вместо первого столбика я уже сделала 3 петли воздушные, и поэтому в первом раппорте у меня 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, и из этой же арочки еще 3 столбика с одним накидом. И далее столбик без накида вот между повторениями рисунка. И начинаю вязать второе уже повторение. 3 столбика с одним накидом из центра. 1 воздушная петля и из этого же места еще 3 столбика с одним накидом. Итак, делаю и после столбик без накида. И провязываю этот второй ряд, и далее идет повторение первый и второй ряд. Заканчиваю второй ажурный ряд, и здесь делаю вот последний столбик без накида. Далее делаю соединительный столбик вот в третью петлю подъема, еще 2 соединительных столбика вот по столбикам первой как бы арочки, и еще один соединительный столбик из центра, и начинаю вязать следующий ряд как
первый ряд по схеме. Вместо первого столбика 3 петли воздушной петли подъема и столбик с накидом из центра. 2 воздушные петли здесь и еще 2 столбика с одним накидом. И далее вяжу этот ряд, повторяю, 2 столбика, воздушная петля и еще раз 2 столбика из той же точки. И так я вяжу основную часть носка до нужной ширины, длины, точнее стопы. Смотрите, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 полных повторений раппорта в высоту, то есть по 2 ряда, и еще один ряд я провязала. И далее уже у меня был переход на вязание верхней части. Напомню, что сначала вяжем основную часть, верхнюю часть, и в конце провязываем пяточку. То есть здесь мы вяжем без прибавок, без убавок до пятки, не полная длина носка получается, а вот именно до пятки. И пяточка еще будет для взрослого, вот здесь примерно 4-5 сантиметров, для ребенка 2-4 сантиметра. Смотрите по размеру носка и по плотности вашего вязания, сколько вам нужно провязать раппортов узора, чтобы у вас носочек был нужной длины. Итак, сейчас провяжу основную часть и буду показывать дальше. Дорогие рукодельницы, я провязала ажурный узор круговыми рядами до пяточки. Сейчас у меня носок в длину 18 сантиметров. Далее я буду вывязывать вырез для пятки и вязать ажурным узором верхнюю часть носка. И сейчас покажу как. Смотрите, здесь у меня верхняя часть носка, здесь нижняя часть, где идет начало и конец ряда. И чтобы начать вязать, мне необходимо начинать вязать узор с боковой стороны. То есть для верхней части я буду вывязывать узор и формировать вырез для пятки по нижней части. И сейчас я провязываю соединительные столбики до центра боковой стороны ближайшие. Просто провязываю соединительные столбики по полупетелькам последнего ряда. И вот здесь как раз идет раппорт узора. Вы видите, заканчивается вот на данном месте. Я довязала до боковой стороны, смотрите, и далее начинаю вязать узор второго ряда, так как и здесь я заканчивала первый ряд, и далее вяжу второй ряд, начиная со столбика без накида. И далее вот на этих арочках центральных вяжу по верхней части до следующей боковой стороны второй ряд ажурного узора. И здесь у меня как раз будет, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 повторений узора. Смотрите по своей плотности вязания, у вас может быть совсем другое количество повторений. Я провязала ажурный узор до второй боковой стороны по верхней части носочка. И теперь начинаю вывязывать отверстие для пятки. Для этого я буду набирать столбики, то есть не цепочку воздушных петель буду набирать, а именно набор петель столбиками. Для этого делаю одну воздушную петлю. И смотрите, вот даже вот в предыдущую петельку ввожу крючок, вытягиваю на крючок петлю, затем провязываю петлю и затем провязываю вершину столбика. И для набора следующего столбика вот в предыдущую ниточку ввожу крючок,
вытягиваю петлю на крючок, провязываю эту петлю и потом провязываю вершину столбика. Итак, смотрите, я набрала раз, 2 петельки. Если у вас ножка не слишком широкая, не слишком большой взъем, то вы можете набрать тоже количество петель вот здесь, что и на второй половине. То есть у меня здесь 6 повторений узора по 4 петли, то есть всего 24 вот таких вот столбика. Но я буду набирать на один раппорт больше, чтобы вот это вот место было шире, так как это место, если будет слишком узкое, то будет сложно надевать носочек. Поэтому я набираю плюс для одного раппорта 28 столбиков. 2 я уже набрала, и таким образом я набираю вот такой вот наборный ряд из 28 столбиков. Почему именно такой наборный ряд набираю? Потому что он немножко более эластичный, чем цепочка воздушных петель. Итак, я набрала для выреза пятки вот такую вот цепочку из столбиков. И теперь присоединяю ее, смотрите, вот к центру второй боковой стороны, где вот я начинала вязать ажурный узор. То есть здесь идет смещение начала ряда на боковую сторону. И здесь делаю соединительный столбик вот в вершине столбика без накида. И для вязания следующего ряда провязываю соединительные столбики, вот 3 соединительных столбика по вершинам столбика предыдущего ряда, затем вот из центра, и начинаю вязать раппорт узора в высоту. Первый ряд, вот 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, воздушная петля, и из той же точки еще 2 столбика. Тут 2 воздушные петли я пропустила, 2 воздушные петли по центру и 2 столбика с одним накидом. Итак, далее я провязываю вот ажурный рисунок, получается, по верхней части, а затем начинаю вязать уже ажурный рисунок первого ряда вот здесь по набранной вот этой цепочке. И здесь, смотрите, вот у меня сразу могу отмерить, какая будет длина носка. Вот так вот вы сделали эту цепочку, сложили пополам, и здесь уже можете прикинуть, какой длины у вас получается носок. То есть если вы будете вязать детский носочек, здесь у вас, соответственно, и ширина носка будет другая, и вы набираете на половину петель вот эту вот цепочку для пятки. И далее продолжаете вязать ажурный рисунок уже вот по верхней части, вот эту вот манжету на желаемую высоту. Дорогие рукодельницы, носок почти связан, и теперь осталось связать пяточку. Пяточка выполняется очень просто. Я присоединяю нить по центру вот нижней стороны по стопе, примерно по центру, и мы вяжем пятку просто столбиками с одним накидом. Вначале выполняю в начале ряда 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика, и далее из каждой петельки последнего ряда выполняю столбик с одним накидом. Для сужения пятки по боковым сторонам будем делать убавления, и сейчас покажу какие. Не довязывая вот 1-2 петельки до уголка пятки, делаем убавление и провязываем 4 столбика с одной вершины вот из первой петельки. Здесь вот близко к уголку, причем желательно захватывать 2 полупетельки, чтобы не было дырочек. И по второй стороне, здесь после уголка, тоже провязываем 2 накида как основание 2 столбиков, и далее провязываем общую вершину.
То есть сразу убавляем 3 столбика по углу. И далее здесь по наборному ряду столбиков с другой стороны выполняем столбики с одним накидом до другого угла пятки. Итак, здесь я тоже провязала столбики с одним накидом до другого угла. И по второму углу пятки тоже делаю убавление 4 столбика с одной вершины. Вот. Вначале провязываю 4 накида, вводя крючок в 4 точки по углу, а затем общую вершину. И далее продолжаю вязать столбики с одним накидом до момента перехода к новому ряду. Заканчиваю первый ряд пятки, также делаю соединительный столбик из 3 петли подъема, далее новые 3 петли и вновь вяжу второй ряд столбики с одним накидом до угла пятки, и по углу делаю так те же самые убавления, 4 столбики с одной вершиной. Не довязывая вот одну петлю до углового столбика, я начинаю делать убавление. Вот из первой петельки провязываю накид, из второй, из третьей, из четвертой, и затем провязываю общую вершину. По второй боковой стороне делаем точно такое же убавление. Итак, мы вяжем пяточку, убавляя столбики по бокам, пока у нас пятка не сузится примерно до ширины 3-4 сантиметра. И затем сшиваем задний шов пятки. Здесь я выполнила всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов для пятки. Итак, друзья, носочек у меня готов. Вот такое осталось отверстие. Я обрезала нить, оставив длинный конец. И сейчас по изнанке соединяю вот 2 стороны по углам и буду сшивать пяточку. И примеряю носочек.